Вы когда-нибудь гуляли по набережной, где старинный пирс встречается с шумом английского моря? Сегодня я покажу вам самый яркий курорт Великобритании с королевским павильоном, уличными артистами, арт-кафе и атмосферой свободы. Представьте город, где дворцы похожи на декорации из сказки, улицы раскрашены ярче, чем ваши мечты. Это Брайтон, город свободы и стильных улиц. Сегодня я покажу, почему сюда возвращаются снова и снова. Брайтон не просто пляжный курорт, это город с историей, уходящей в V век, когда здесь было римское поселение. Но настоящая слава пришла в XVIII веке, когда сюда начали ездить отдыхать будущий король Георг IV и аристократия. Здесь гуляли вельможи, играли в казино, лечились морскими купаниями и слушали музыку на пирсе. Город славится своей артистической атмосферой. Уличные музыканты, художники и независимые театры делают Брайтон один из самых креативных мест на юге Англии. На сегодняшний день Брайтон считается столицей ЛГБТ Великобритании. Здесь проводится крупнейший прайд-парад в стране. Король Георг IV построил здесь один из самых необычных дворцов Англии – Королевский павильон, оформленный в индийском и китайских стилях. Это настоящая экзотика в сердце британского города. Этот дворец выглядит так, будто он упал с неба прямо из сказки «Тысяча и одна ночь». Купола, минареты, восточные арки. Но нет, вы не в Индии и не в Китае. Все это еще Великобритания. И все это великолепие было построено в самом начале XIX века для будущего короля, эксцентричного монарха с роскошными вкусами и тягой к восточной культуре. История павильона началась в 1787 году, когда принц-регент Георг приобрел здесь дом для отдыха. Со временем он перестраивал и расширял его, пока не превратил в настоящий королевский дворец. Архитектор Джон Нэш, который позже построит Букингемский дворец, воплотил фантазии Георга в реальность. Он использовал стиль индо-сарацинской архитектуры, популярный в Британской Индии. Но здесь, в Брайтоне, он выглядел особенно смело. Интерьеры павильона поражают не меньше, чем его фасад. Огромные люстры в виде драконов, китайские ширмы, стены, расписанные вручную, и невероятная королевская кухня. Все это словно сцена из театральной постановки. В каждой комнате переплетение стилей – индийский снаружи, китайский и восточный внутри. А под всем этим британская монархическая основа. Интересный факт, хотя Георг IV обожал этот дворец, его преемники не разделяли страсти к восточной экзотике. Королева Виктория редко бывала здесь и в 1850 году продала павильон городу Брайтон. Но прежде чем покинуть здание, корона вывезла все убранство. Спустя годы часть предметов вернули, и сегодня павильон восстановлен практически полностью. Во время Первой мировой войны здание превратили в госпиталь для индийских солдат. Им оставили интерьеры почти нетронутыми, считая, что окружающая их атмосфера поможет восстановлению духа и тела. Сегодня Королевский павильон – это не просто музей, это капсула времени, отражающая вкус, дерзость и гедонизм одного из самых одиозных монархов Британии. В нем чувствуется не только история, но и дух свободы, творчества, эксцентричности.
Мало кто знает, но Королевский павильон в свое время вызвал настоящий шок у британской знати. Для начала его внешний вид. В эпоху строгого классицизма и неоготики Брайтон вдруг получил дворец с минаретами, будто перенесенный из Могольской Индии. Георг IV, по сути, разрушил каноны и создал нечто абсолютно новое – личный дворец-фантазию, где правила диктовались его воображением. Но эксцентричность Георга не ограничивалась архитектурой. Он любил устраивать здесь пышные балы, где гостей угощали экзотическими блюдами, слушали индийскую музыку, а сам принц нередко переодевался в восточные одежды. Некоторые историки говорят, что для Георга павильон стал не просто местом отдыха, а своего рода театром его мечты, где он мог быть не просто монархом, а хозяином другой реальности. Именно здесь, в этих залах, он встречал дипломатов, принимал любовниц, обсуждал политику с приближенными и ел. Георг IV был известен своей страстью к еде. В королевской кухне, которую вы только что увидели, готовили не менее 20 блюд к каждому приему. Кстати, кухня считается одной из главных, первых в Британии, где был установлен системный вытяжной механизм, напоминающий современные вентиляционные купола. Когда Георг умер, его сын Вильгельм IV еще на время поддерживал павильон. Но с воцарением Виктории здание окончательно утратило свой королевский статус. Виктория считала Брайтон слишком шумным, а павильон чересчур претенциозным. Она перенесла королевскую резиденцию на остров Уайт. Кстати, видео об этом вы можете тоже найти на моем канале. А павильон оставила на продажу. Но вот что удивительно, горожане Брайтона настолько полюбили дворец, что устроили кампанию по его выкупу. В 1850 году приобрели его для города. Так Королевский павильон стал одним из первых исторических зданий в Великобритании, переданных от короны в общественную собственность. Сегодня это не только музей, но и культурный центр. Здесь проходят концерты, выставки, художественные вечера, викторианские чайные церемонии и даже свадьбы. Некоторые залы можно арендовать для частных мероприятий. Это по-прежнему место экстравагантности, только уже 21 века. При выходе посетителей ждет, конечно же, сувенирный магазин, где можно купить и открытки, и ручки, и чашки. Все посвящено временам правления Георга с королевской символикой и британскими флагами. Королевские сады были спроектированы Джоном Нэшем, тем же архитектором, что и сам павильон. Это один из немногих исторических садов в стиле регенства, восстановленных по оригинальным планам XIX века. Перед нами Королевский театр Брайтона, Брайтон-дом. Не просто театр, а целый культурный комплекс, расположенный рядом с павильоном, бывшая королевская конюшня и манеж. Сегодня это одно из главных порт-пространств Южной Англии. Из конюшни в театр он был превращен в 1867 году, после того, как королева Виктория продала королевский павильон городу. Манеж переоборудовали в концертный зал. Здесь выступала Адель, Дэвид Боуи, Пинк Флойд. Сцена театра принимала величайших артистов 20 и 21 веков. Он был один из первых электрифицированных театров Англии. Электричество здесь провели уже в конце XIX века. Часть павильонного ансамбля, интерьер театра до сих пор сохраняет восточные элементы, чтобы соответствовать архитектуре павильона. Один из моих постоянных зрителей, Константин, попросил меня заснять театр, оперный театр. Но, к сожалению, именно сегодня здесь проходит закрытая конференция, и попасть в него нельзя, поэтому Константин, к сожалению, не смогла сделать съемки внутри. А у кого есть пожелание что-то посмотреть, о каких-то новых видео, обязательно пишите. Как говорят англичане, I do my best, сделаю все возможное.
Я зашла в очень интересный паб, он оформлен тоже в театральном стиле. Посмотрите, как уютно и красиво. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам дворец и хотелось бы побывать в Брайтоне. А если уже побывали, то расскажите, пожалуйста, ваши впечатления об этом городе. Очень интересно почитать. Лично мне Брайтон очень нравится, но он не входит в список моих любимых городов Англии. Пришло время обеда, и я посетила знаменитый итальянский ресторан, где заказала себе вот такую великолепную пармиджану с огромным количеством сыра. А на основное блюдо сибас. Блюда здесь гигантские. А еще здесь снимались десятки фильмов и сериалов, включая «Аббатство Даунтон». Видео о нем можете найти на моем канале. «Доктор Кто» и «Жизнь на Марсе». Набережную Брайтона я бы назвала очаровательной. Знаменитый пирс, который является визитной карточкой города, открылся 20 мая 1899 года. Он стал третьим по счету пирсом в Брайтоне и самым масштабным. Его строительство длилось более 10 лет и стоило почти 30 тысяч фунтов. По тем временам это баснословная сумма. Архитекторы стремились создать не просто причал, а настоящий дворец развлечений. С самого начала здесь были залы для концертов, элегантные салоны и прогулочные павильоны. Хотя не менее горелый, чем его сосед Вест-Пир, Брайтон Палас Пьер тоже неоднократно страдал от шторма и возгораний, но каждый раз его восстанавливали как символ стойкости города. Брайтонский пирс – один из самых длинных действующих пирсов Великобритании. Прогулка до самого конца и обратно – уже целая маленькая экскурсия – 525 метров в длину. Это рай для детей и подростков. Можно пойти по этому павильону и просадить кучу денег, но с вероятностью выиграть какого-то плюшевого мишку. И, конечно же, огромное количество аттракционов нас ждет впереди. Брайтон радует, особенно своей погодой. Сейчас пирс – это карусели, американские горки, игровые автоматы, тиры и фастфуд. На нем работает полноценный парк развлечений с видом на море, настоящий лунопарк над волнами. Британцы утверждают, что именно здесь один из лучших фиш-н-чипс на побережье. Многие туристы приезжают ради знаменитого жареной трески и картошки с видом на закат. Пирс часто попадает в туристические буклеты, открытки и даже кино. Его силуэт – это символ викторианской эпохи и вечного британского лета. Прямо рядом с ним стоял легендарный Вест-Пьер, разрушенный в 2003 году. Что я могу сказать? Это не просто достопримечательность, это часть городской души. Самая старая часть города – The Lanes, это сердце старого Брайтона, когда он еще назывался Брайтелмстоун. Эти улочки появились в 16-17 веках как рыбацкая деревушка. Район знаменит своими запутанными переулками, настоящим лабиринтом, где легко потеряться. Это часть его очарования. The Lanes – одно из лучших мест Великобритании для покупки уникальных ювелирных украшений, антиквариата и обручальных колец. Некоторые ювелирные лавки и антикварные магазины здесь работают уже 100 лет, передаваясь из поколения в поколение. Он является туристическим магнитом и входит в 5 самых посещаемых мест в Брайтоне. А вот эта часть набережной с Гранд-отелем мне очень напоминает английский променад в Ницце. Кстати, выпуск по Ницце обязательно выйдет в августе на моем канале. Не пропустите, подписывайтесь на канал и смотрите интересные и новые выпуски по разным городам и странам. Ну а мы сейчас отправимся на Brighton Eye 360. Проект от создателей лондонского глаза. Разработали те же архитекторы, что и знаменитое колесо обозрения в Лондоне.
Это устройство часто называют вертикальной фуникулерной кабиной. Стеклянная капсула плавно поднимается вверх по стальной мачте, предоставляя круговой обзор на 360 градусов. Башня поднимается на 162 метра, а обзорная капсула останавливается на высоте около 138 метров. Дорогие зрители, ну а в следующем выпуске вас ждет виртуальная поездка в знаменитый город университетов Кембридж. Подводя итоги моей поездки в Брайтон, я поставлю ему 9 из 10. Очень рекомендую, но не более чем на один день. На мой взгляд, одного дня там будет вполне достаточно. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, насколько это видео было вам полезным и интересным. С нетерпением буду их ждать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео о разных городах и странах. Благодарю всех за внимание. Увидимся на следующей неделе в Кембридже.